Представьте, вы тратите деньги на удобрения, каждый год перекапываете грядки, поливаете, ухаживаете, а урожай не растет. Или растет, но слабый, болеющий, безвкусный. Многие через это проходят. А потом узнают про метод, который японские фермеры используют уже 40 лет. Метод, о котором в России почти никто не говорит. Он называется ЕМ-технологии. И в этом видео, как за 2 недели с нуля реально оживить даже самую убитую почву, буквально за копейки. Посмотрите на эту почву. Видите? Серая, сухая, корка сверху и запах, как у пыли. Это мертвая почва. В ней нет жизни, нет микробов, нет грибницы, нет червей. Она не просто бедная, она пустая, как стакан без воды. И вот в такую почву каждый год сыплют удобрения и ждут чуда. Но чуда не происходит. Потому что удобрение — это еда для растений, а еда не усваивается в мертвом организме. Это все равно, что кормить человека с отключенным пищеварением. Толку ноль. Именно так устроена почва. Это живой организм. Со своей микрофлорой, своими процессами, своим дыханием. И когда он мертв, ничего не работает. Ни удобрение, ни полив, ни уход. В Японии это поняли еще в 1980-х годах. Профессор Теруо Хига из университета Рюкю начал исследовать, почему одни почвы дают богатый урожай без всякой химии, а другие нет, сколько в них ни вкладывай. И нашел ответ. Все дело в микроорганизмах. Точнее, в их балансе. В здоровой почве миллиарды полезных бактерий и грибков работают круглосуточно. В мертвой их почти нет. Хига задался вопросом, а что если их вернуть? Искусственно, как закваску в молоко. Так родилась технология ЕМ. ЕМ расшифровывается как Effective Microorganisms – эффективные микроорганизмы. Представьте обычный кефир. Берете молоко, добавляете закваску, и через сутки оно превращается в живой продукт с миллиардами полезных бактерий. Именно так работают ЕМ-препараты. Только закваску вы делаете не для молока, а для почвы. И почва реагирует точно так же, оживает. В состав ЕМ входят несколько групп микроорганизмов, каждая из которых выполняет свою задачу. Молочно-кислые бактерии подавляют гнилостные процессы и болезнетворные грибки, те самые, что губят томаты и огурцы каждое лето. Дрожжи вырабатывают биологически активные вещества, которые питают корни и ускоряют прорастание семян. Фотосинтезирующие бактерии перерабатывают органику и насыщают почву азотом, без всякого навоза. Все они работают вместе, как слаженная команда. Это как пересадить здоровую микрофлору в больной кишечник. Организм начинает восстанавливаться сам. Почва оживает и делает это быстро. И вот что важно. Все это можно приготовить дома. Из того, что есть на любой кухне. Никаких специальных магазинов, никаких дорогих препаратов. Конкретный рецепт. Понадобится 1 стакан рисовой воды. Это вода, в которой промывали рис. Она богата крахмалом и аминокислотами. Именно они служат первой едой для бактерий. Многие выливают эту воду в раковину. И зря. Это ценнейший ресурс. 1 литр нежирного молока или молочной сыворотки. Источник живых молочно-кислых бактерий. 2 столовые ложки меда или черной патоки. Источник сахара для запуска брожения. Без него процесс просто не стартует. И 3 литра чистой воды без хлора. Просто отстойте водопроводную воду несколько часов. Хлор улетучится. Это важно. Хлор специально добавляют в воду, чтобы убивать бактерии. Если его не убрать, он уничтожит и ваш препарат. Шаг 1. Смешиваем рисовую воду с молоком в пропорции 1 к 10. Хорошо перемешиваем и ставим в теплое темное место на 5-7 дней. Идеальная температура от 20 до 30 градусов. Ближе к батарее, в кухонный шкафчик, куда угодно, лишь бы тепло и без прямого света. Через несколько дней смесь расслоится. Сверху будет прозрачный или слегка желтоватый слой жидкости, снизу густая творожистая масса. Не пугайтесь, это абсолютно нормально. Именно так и должно быть. Вот эта верхняя жидкость – наша живая молочно-кислая закваска. Нижнюю массу можно выбросить или добавить прямо в компост. Там тоже полно полезных бактерий. Шаг 2.
Аккуратно процеживаем через марлю или мелкое сито, берем только жидкость и смешиваем ее с медом и 3 литрами отстоянной воды. Хорошо перемешиваем до полного растворения меда. Он должен разойтись полностью, без осадка. Переливаем в пластиковую бутылку. Внимание! Крышку закрываем неплотно или делаем в ней маленькое отверстие. При брожении выделяется углекислый газ, и если бутылку герметично закрыть, ее раздует и разорвет. Ставим еще на 7 дней в темное теплое место. Раз в день слегка откручивайте крышку, чтобы стравить давление. Услышите легкое шипение. Это хороший знак. Через неделю увидите, жидкость стала чуть мутноватой, появился легкий кисловато-дрожжевой запах, как у кваса или хлебной закваски. Это признак активного живого брожения. Значит, все получилось. Все. ЕМ препарат готов. Стоимость буквально рубли, а работает как профессиональный японский Байкал ЭМ-1, который стоит в магазине несколько сотен рублей. Разница только в упаковке и бренде. Как применять? 3 способа, и каждый дает свой результат. Первый. Полив почвы. Это основной способ, с него и начинаем. Разводим препарат в воде. 1 часть ЕМ на 100 частей воды. То есть на 10-литровое ведро ровно 100 мл препарата. Это примерно полстакана. Не больше. Концентрация важна. Переизбыток не даст лучшего результата. Поливаем грядки утром или вечером, не в жару и не под прямым солнцем. Ультрафиолет убивает микроорганизмы буквально за несколько минут. Делаем это раз в неделю в течение месяца. Уже после второго полива заметите изменения. Почва начнет темнеть, станет мягче на ощупь, появится живой земляной запах. Тот самый запах, который бывает в лесу или после дождя. Второй способ – опрыскивание растений. Та же пропорция 1 к 100. Опрыскиваем листья снизу и сверху, особенно тщательно, нижнюю сторону, там любят селиться вредители и грибки. Делаем это вечером, когда нет прямого солнца. Микроорганизмы заселяют поверхность листа, создают тонкую защитную пленку и физически не дают болезням развиваться, просто вытесняют патогены. Это работает лучше многих фунгицидов и без единого грамма химии. Особенно хорошо помогает против фитофторы, мучнистой росы и серой гнили. Третий способ – добавление в компост. Каждый раз, когда добавляете новый слой органики, траву, ботву, листья, кухонные отходы, поливайте его ЕМ-раствором. Бактерии ускоряют разложение органики в разы. Компост созреет в 2 раза быстрее и будет значительно богаче питательными веществами. Запах при этом почти полностью исчезает. Никакого гнилостного аромата, только легкий земляной. Соседи не будут жаловаться. А теперь результат. Вот фото почвы до применения. Серая, сухая, структура рассыпчатая, как пыль, никаких червей. А вот через 3 недели регулярных поливов. Видите? Цвет изменился на темно-коричневый, появились дождевые черви, а это главный индикатор живой почвы. Черви не живут там, где нет жизни. Если черви вернулись, значит почва ожила. Структура стала рыхлой, влагоемкой, мягкой. Вода теперь не стоит лужами, а уходит вглубь. Растения начали расти заметно быстрее, листья стали темнее и крупнее. Это и есть живая почва. Такой она была до того, как ее начали перекапывать и заливать химией. Собираем все в систему. 3 простых шага на каждый год. И почва будет становиться лучше с каждым сезоном, а не хуже. Весной, за 2 недели до посадки, поливаем все грядки ЕМ-раствором. Даем почве время проснуться и насытиться микробами перед тем, как в нее пойдут корни рассады. Это как подготовить желудок перед едой. В течение сезона раз в 2 недели опрыскиваем растения. Это профилактика болезней и постоянная поддержка через лист. Вместо химических фунгицидов и стимуляторов роста, которые стоят денег и копятся в плодах, осенью после уборки урожая добавляем ЕМ в компостную кучу вместе с листьями, ботвой и любыми растительными остатками. За зиму все это перепреет и к весне превратится в настоящее черное золото. Темный, рассыпчатый, живой перегной, который не нужно покупать. Вот и все. Никакой химии,
Никаких сложных технологий, никаких огромных затрат. Только живые микробы, те, что работали в этой земле тысячи лет до нас, задолго до того, как появились заводские удобрения. Просто помогите им вернуться, и почва сделает все остальное сама. Если наше видео было полезным, подпишитесь на канал и поставьте лайк. До встречи!